Лиссабон – столица Португалии, город света, ветра и бесконечных подъемов. Здесь дома обнимают склоны холмов, трамваи скрипят по рельсам прошлого, а из каждой улочки пахнет жареной сардиной и свежей выпечкой. На закате Тежу переливается золотом, как будто город подмигивает тебе. Останься еще на день. Это не просто столица, это настроение. Лиссабон начинается с высоты. Здесь все видно, как и вы видите меня сейчас. Сверху, честно и без прикрас. 3 года назад я переехал в Португалию, а ровно 5 месяцев назад исполнил свою давнюю мечту. Купил старый 100-летний дом в глубинке. А теперь активно его восстанавливаю и вдыхаю в него новую жизнь. Друзья, всем привет! Меня зовут Костя и добро пожаловать на мой канал «Дом в Португалии». Сегодня специальный выпуск, где я отвечу на все ваши вопросы, которые вы мне задавали долгое время. В режиме неспешной прогулки по Лиссабону, столице Португалии, я постараюсь немножечко больше рассказать о себе, о своем переезде в Португалию, о покупке дома, и думаю, что каждый из вас найдет в этом что-то интересное. Может быть, что-то узнает новое о Португалии, о Лиссабоне, о том, как переехать сюда или как просто жить и наслаждаться тем, что имеем. Ну что ж, поехали! А для начала хочу поблагодарить каждого из вас за те вопросы, которые писали, за тот интерес, который проявляли и проявляете сейчас. Я разделил вопросы на несколько блоков, и каждый из них постараюсь осветить, посещая новые точки Лиссабона. Этот человек – Маркеш Помбал. После землетрясения просто взял и перестроил весь Лиссабон. Он был премьер-министром Португалии и считается одним из самых влиятельных реформаторов истории страны. То, каким мы видим Лиссабон сегодня, во многом его заслуга. Но я целый город перестраивать не собираюсь. Всего лишь 2 небольших дома в португальской деревне. Я родился в Забайкальском крае, но вырос и всю осознанную жизнь провел в Екатеринбурге. Там я учился в Российском государственном профессионально-педагогическом университете по направлению дизайн и компьютерная графика. Поэтому по образованию я педагог профессионального обучения в области дизайна. Какое-то время я работал по специальности, а затем устроился в федеральную образовательную сеть, где работал преподавателем 3D-моделирования и компьютерной графики. Позднее там же я начал преподавать дизайн и рисунок. В компании, где я работал, был детский образовательный выездной лагерь. Вывозили детей как в Подмосковье, в Ленинградской области, по всей России, а также за рубеж по изучению иностранных языков. И мне предложили открыть свое подразделение в Екатеринбурге. И так получилось, что дальше я уже строил карьеру как директор образовательного лагеря. После нескольких работ в Екатеринбурге я переехал в Москву, возглавил лагерь. Особенность лагеря была в совмещении образовательной части и досуга. Дети выбирали то направление, которым хотели научиться, будь это гитара, видеомонтаж, английский язык, программирование, танцы, астрономия и многое-многое другое. А уже в середине дня начиналась развлекательная программа. Дети посещали море, ездили на экскурсии, а вожатые и наставники лагеря готовили самые разнообразные активности и досуговые мероприятия. Чуть позднее я перебрался в Азербайджан, где помогал в развитии крупного международного проекта по внедрению программирования в школах. Мы обучали преподавателей, оборудовали кабинеты, компьютерные классы, открывали новые направления в общеобразовательных школах и обучали детей программированию. Ну, а потом, уже через какое-то время, я работал в компании Skill Factory долгое время, где был операционным директором и выстраивал самые разнообразные процессы по работоспособности компании. Возможно, мой главный навык обучаться чему-то очень быстро, адаптироваться, связан именно с этой профессией, моей главной работой, где нужно было сделать так, чтобы компания работала, все сотрудники знали свои задачи.
Авенида Либердад – самая парадная улица Лиссабона. Широкая, как сама идея прогуляться без спешки. Фонтаны, скверы, мраморные лавочки, тротуары, выложенные волнистыми узорами. Кто-то идет за покупками, кто-то за кофе. Раньше тут гуляли аристократы, а теперь гуляем мы с вами. Ну, а я расскажу вам немного о моей семье. Моя мама живет в Екатеринбурге, у нас с ней очень хорошие отношения, и не так давно она прилетала ко мне в Португалию, но перед этим мы сделали с ней небольшой евротрип, посетили Париж, Рим. Она была в полном восторге, ей очень понравилось. Ну а затем я привез ее в Португалию. Честно, я ей не говорил изначально, что купил дом и планирую его восстанавливать. Я завел уже Инстаграм, начал туда публиковать разные ролики Reels, и оказалось, что ее подруги были подписаны на меня, и, собственно, ей уже все разболтали. Мама не понимала, что происходит, ну а потом моя сестра, она позвонила маме и сказала: «А что, Костя купил дом в Португалии?» Мама была в полнейшем замешательстве, звонила, пытала меня, но я держался до последнего, чтобы привезти ее непосредственно в Португалию и сделать сюрприз. Сюрприз удался. Маме понравилась Португалия, понравился дом. Она, конечно, в легком шоке от того энтузиазма, которым я обладаю, чтобы это все реставрировать, но она по-настоящему за меня счастлива. Также у меня есть сестра, как я сказал, у нее есть дети, и, как ни странно, она тоже живет в частном доме. Самое интересное, что у нас никогда не было частного дома раньше. Мама вообще не ходок по разным огородам и за этим всем ухаживать. Да, в детстве у нас был сад небольшой, 6 соток. Там росли в основном какие-то базовые овощи и ягоды, но маму туда было не затащить. Вообще, по рассказам мамы, мой отец славился ручным трудом, творчеством. Он любил что-то делать своими руками. И, возможно, я пошел в него. У меня в Португалии сейчас большое количество знакомых и друзей. Они часто ко мне приезжают в дом. Я посещаю разные города, мы вместе путешествуем. И поэтому в целом общения мне более чем хватает. Это не может не радовать. Россио – столица старого Лиссабона. Здесь встречаются все – туристы, местные, уличные музыканты и спешащие на электричку. Под ногами волнообразная мозаика, традиционная кальсада, выложенная вручную. Фонтаны пульсируют в ритме площади, вокруг театры, кофейни, разговоры. Это не просто историческая точка, это место, где карнавали, протестовали и влюблялись. Почему же именно Португалия, а не Испания или, к примеру, Италия? На самом деле все просто. Португалия мне очень близка по некому духу, вайбу, по ритму жизни. Я бескрайне люблю и Италию, и Испанию, но эти страны мне кажутся немножечко эмоциональными. Возможно, это стереотип или какое-то мое заблуждение, но люди там слишком тактильные, слишком эмоциональные, слишком требующие, возможно, к себе некого внимания. Это неплохо, но, наверное, жить бы вот в таком очень ярком и насыщенном менталитете я бы не смог. В Португалии я был до этого, путешествовал по Лиссабону, Порту и другим городкам, и мне очень понравилось. Мне очень понравилась размеренность жизни, климат, океан, природа, города, культура и, конечно же, еда. А еще
очень доброе и заботливое отношение людей к каждому и ко всему происходящему. Конечно, переезд в новую страну – это всегда огромный стресс, волнение, но я был уверен, что я этого хочу, я был уверен, что я справлюсь, и поэтому мне кажется, что все прошло очень гладко, без лишних тревог, переживаний, без сложных моментов. Думаю, что мне переезд дался достаточно легко. Конечно же, сыграло большое значение, что в тот момент в Португалию переезжали мои друзья, близкие, знакомые. Я знал, что я здесь не пропаду, не буду один. Так оно и получилось. Праça де Фигейра – это уже не парад, а повседневность. Трамваи звенят, люди спешат, пахнет кофе, табаком и жареными булочками. А вдруг на углу собираются круг людей в черных плащах. Это студенты. Они поют, голоса звенят в воздухе и растворяются между зданиями. Тут же одна из старейших кондитерских Лиссабона. Сажусь на террасе, беру паштел де нато, пью крепкий кофе и просто смотрю, как город живет. Это и есть лиссабонский ритм. Быстрый, но никуда не торопящийся. Я зашел, взял себе 2 паштельки, паштел де нато. Это традиционный португальский десерт из слоеного теста и заварного крема. Бокал винью де порту, по-русски это портвейн. Возможно, дальнейшие рассказы и ответы на вопросы будут гораздо веселее, меня немножко поднакроет. И, конечно же, кофеек. Ну что ж, ответ на самый популярный вопрос. Как я переехал? Есть ли у меня паспорт, ВНЖ или я по туристической визе? Как я уже сказал, я переехал в Португалию 3 года назад по ВНЖ цифрового кочевника. Что же это такое? Это ВНЖ для людей, у которых есть удаленная работа, они не привязаны к конкретному месту, офису, и у них контракт с работодателем на удаленную работу, и они могут жить и зарабатывать из любой точки мира. У Португалии есть такая программа для переезда диджитал-номадов, цифровых кочевников. Ну, собственно, так я и оказался в Португалии. Вы можете подробнее почитать в интернете, как вообще выглядит это ВНЖ, как его получить, как попасть в Португалию. Но если кратко, подаваться нужно в стране своего резидентства. У меня это была Москва, в России. Там я подал все необходимые документы, их рассматривали порядком 1,5 месяцев. Затем в заграничный паспорт мне вклеили визу типа D. По ней я въехал в Португалию и здесь уже пришел в миграционный центр и получил свою карточку вида на жительство. Первая карточка действует 2 года, затем ее необходимо обменять на следующую, которая действует уже 3 года. Ну а дальше, в зависимости от правил страны, ПМЖ и гражданство. Я, конечно же, планирую здесь получать постоянное место жительства. Меня Португалия полностью устраивает. Тем более я купил дом, 20 соток земли, у меня виноградник. Мне некому его теперь оставить. И был еще вопрос про переезд мамы. Я действительно рассматриваю такой вариант, что через
какое-то время, через, может быть, несколько лет, 5-10, я не загадываю, я перевезу маму в Португалию по воссоединению, и как раз-таки она может поселиться в одном из домов. Помню, у меня их два. Пока мама работает в Екатеринбурге, у нее есть постоянная работа, у нее есть собака, трогать ее я не хочу. Она приезжает сейчас ко мне погостить, и вот следующую поездку мы планируем уже на будущее лето, когда она сможет провести здесь чуть больше времени, отдохнуть и помочь мне с домом. Praça do Comércio как открытая дверь Лиссабона. Раньше здесь стоял королевский дворец, а теперь только небо, арка и река, куда уходит взгляд. Отсюда видно почти все: и мост, и холмы, и старый город, цепляющийся за склоны. Ветер с Тежу приносит соль, запах рыбы и ощущение свободы. Кажется, если простоять здесь достаточно долго, можно услышать, как Лиссабон дышит. Глубоко, спокойно и без лишних слов. Относительно того, разговариваю ли я на португальском языке, разговариваю. Ну как, пытаюсь. Когда переехал в Португалию, я сразу же пошел на курсы португальского языка, посетил несколько школ. Разный совершенно был формат обучения, но главная цель достигнута. Мой базовый португальский позволяет мне здесь жить. Я продолжаю его изучать. Мой текущий уровень что-то между уровнем А2 и Б1. Это комфортный уровень для того, чтобы общаться на бытовые темы, в магазине, в банке, на почте, доставке, общение с местными, например. Ну, конечно, для работы или чего-то большего он совершенно недостаточен. Вообще, в целом, португальцы отлично говорят на английском языке, и многие, конечно же, этим пользуются, переезжают и не учат язык. Для меня это был не вариант, хоть я и разговариваю на английском, но я считаю, что через изучение языка ты поглощаешь и усваиваешь культуру народа, культуры нации и той страны, в которой ты живешь. И поэтому в целом изучение языка — это очень интересный, очень познавательный для меня был процесс, и он продолжает таким быть. Я много узнаю нового, какие-то идиомы, историю, кулинарные фишки, что позволяет мне, конечно, лучше выстраивать отношения с местными. Португальский язык входит в группу романских языков, так же как испанский, итальянский, французский и румынский. Они произошли от латыни, соответственно, очень близки. Я не могу сказать, что португальский какой-то сложный язык. Вот японский в изучении сложный, португальский нет, он привычный. Фонетически он очень похож на славянскую группу языков, русский в том числе. Очень много твердых звуков: че, ше, ща, даже и, может быть, иногда проскочит. Поэтому для нас португальский с точки зрения произношения достаточно прост. Среди местных португальцев у меня нет близких друзей, скорее есть знакомые. Хочу сказать, что в целом португальцы не очень склонны заводить новых друзей, общаться. Они достаточно такие спокойные, не любят какие-либо изменения. Вот у них уже есть круг общения, они его продолжают. В целом они поддерживают беседу, можно сходить в бар, выпить кофе, пообщаться. Ну вот, пока я не знаю ни одного кейса среди моих друзей, где бы у них появился лучший друг португалец. Ну, то ли дело бразильцы, которые здесь проживают, наоборот, очень склонны к общению, к заведению новых знакомых, новых друзей. Они такие более эмоциональные, может быть, схожи с испанцами, итальянцами. Я не сравниваю, ну, просто провожу параллели. Также был вопрос про русскую диаспору. Ну, я, если честно, не знаю, да мне и не особо интересно быть в какой-то диаспоре. Я общаюсь с разными людьми. У меня, так скажем, многонациональная компания друзей здесь. В большей степени, конечно же, все русскоговорящие ребята.
Каш-ду-Содре – это место, где город встречается с рекой. Здесь шумно, по-португальски живо. Вокзал, рынок, велосипеды, набережная, лайм в бокале и поезд на Белене. Мост 25 апреля, как красная стрела над водой, тянется куда-то в мечты и воспоминания, а сама Тежу здесь почти море. Пришло время поговорить про непосредственно дом, а точнее про покупку дома. Подробнее про поиски, про критерии, про сайты, про все остальное можно посмотреть вот в этом вот видео. Это самое первое видео на моем канале, где я рассказываю про то, как выбирал, где смотрел, что нравилось, что не нравилось и непосредственно на каком доме остановился. В дополнение хочу сказать, что дом я купил за 100 тысяч евро. Мой бюджет был до 120, но мне удалось уложиться в 100. Искал я дом самостоятельно, а вот непосредственно со сделкой мне помогали уже ребята из агентства недвижимости. Сделка прошла очень гладко, мы уложились в 2 недели. Со стороны продавца риэлтор нашел нотариуса, подготовил все необходимые документы, и вот ребята с моей стороны все проверили, все было чисто. Сделка прошла у нотариуса, я подготовил банковские чеки. Все дружно прочитали договор, нотариус его зачитал 2 раза, выверил все ошибки, я передал чеки, мне передали ключи, собственно, вот сделка и была закончена. Понятно, что еще 3 месяца она регистрировалась в налоговой, но все прошло гладко, все прошло успешно. Сразу скажу, что в Португалии реально купить дом за достаточно разумный бюджет. Ну вот давайте так, я знаю случаи покупок дома и за 40 тысяч евро, и за 60, и за 500, и за миллион. В общем, тут смотря каким бюджетом вы обладаете и к чему вы готовы. Все зависит от локации, от метража, от состояния, от наличия участка, от качества непосредственно дома. Но на севере Португалии реально купить дом очень хороший, даже не под тотальную реставрацию, за 50 тысяч евро, по моей насмотренности, точно можно. Если у вас бюджет сильно меньше, можно смотреть еще севернее, но скорее потребуется, конечно же, восстановление, реновация. У таких домов либо остались только стены, либо в целом он в хорошем состоянии, но крыша полностью утечет. В общем, есть сайт недвижимости, он называется Идеалишта. Там есть все варианты, можете посмотреть. Вне зависимости от вашего гражданства дом в Португалии можно купить. Но ВНЖ за покупку дома, за покупку недвижимости в Португалии больше не дают. Этот закон отменили, поэтому так, чтобы купить дом и сразу же получить там ВНЖ или паспорт, здесь не получится. Но независимо, резидент вы страны, не резидент, какой у вас паспорт, недвижимость в Португалии купить можно. Ну и давайте сразу отвечу на другой вопрос, что я планирую делать со вторым домом. Ну, честно сказать, прям точно я не решил. Но знаю одно, я его буду восстанавливать. Там нужно поменять полы, поменять крышу, ну и сделать общий ремонт. Будет это гостевой дом для друзей, сдачу в Airbnb или долгосрочную аренду, или я перевезу туда маму. Я пока точно не решил, но постепенно я его буду восстанавливать. Думаю, что начну уже в следующем году. И дальше уже будет видно. Не исключаю такой вариант, что если я его сделаю прям супер крутым, я перееду сам в этот старый дом, а тот, в котором я проживаю сейчас, буду сдавать. Такой вариант я тоже рассматриваю. Были вопросы про деревню, где я живу, что там есть ли магазины, рынок, про соседей. Все это можно посмотреть вот в этом ролике. Я снял прям отдельный выпуск про мою португальскую деревню, что там есть, как я покупаю продукты, где я заказываю стройматериалы, как я до тут добираюсь, что растет у соседей в огороде. Все можно посмотреть вот здесь. Вот досматривайте этот ролик, переходите по ссылке и смотрите следующий. А вообще, друзья, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и, конечно же, подписываться на канал. Я посмотрел, проверил. Больше 50% из вас смотрят мои ролики постоянно, но не подписаны на мой канал.
Обязательно сделайте это. Во-первых, мне будет приятно, а во-вторых, это помогает продвижению канала, а значит мотивирует меня на выпуск новых роликов. Алфама – старейший район Лиссабона. Узкие улочки, белье над головой, запах жареных сардин и где-то за углом поют фаду, просто и от сердца. Трамвай номер 28 скрипит по рельсам, словно вспоминает каждую улицу наизусть. Здесь можно идти час и пройти всего 100 метров, потому что обязательно кто-то остановит, предложит рюмочку жинджи или просто расскажет, что у него сегодня был отличный день. Думаю, что про стоимость жилья в Португалии я сниму отдельный выпуск. Там расскажу про товары, коммуналку, обслуживание дома и в целом другие социальные и бытовые нужды. Ну, а про меня? Я в длительном отпуске, уже давно не работаю. У меня есть определенная часть накоплений, которые я смог накопить, сохранить, пока еще работал в крупной международной компании. Сейчас какое-то время планирую восстанавливать дом, все время уделять ему, участку, дому, саду. Ну, понятно, что рано или поздно мне придется найти работу, средства заработка. Когда это будет, пока не знаю, но кажется, что уже совсем скоро. Конечно же, я рад любому типу сотрудничества, даже потенциальной рекламе, как в Instagram, так и на YouTube. Но пока таких предложений не поступало, поэтому живу на свои. Относительно монетизации YouTube, ну, если она будет, то будет здорово. Все в ваших руках, поэтому помните про лайки, комментарии и подписки, а также другие функции YouTube, где можно поддержать вашего любимого блогера. Ну а если у вас есть предложение по сотрудничеству, буду рад. Можете написать на мой почтовый ящик, он будет указан вот здесь. Прочитаю, ознакомлюсь, и если сочту, что это подходит для меня, для моего канала и для моей аудитории, то с радостью готов посотрудничать. Граса – это когда город уходит вниз, а ты остаешься на вершине. С этой точки видно все – красные крыши, трамваи, мост, реку и замок Святого Георгия, будто вырезанный из бумаги, застыл на склоне. Здесь всегда немного ветра, немного музыки и очень много мыслей. Конечно же, в свободное время от ремонта я люблю отдохнуть. Вообще, я очень много путешествую. Может быть, когда-нибудь я опубликую разные кадры, снимки с дрона с моих поездок по Европе, по Азии.
Ну, а так, конечно, я люблю хайкинг, я люблю много гулять, участвую в забегах, в трейлах. Раньше много бегал, сейчас чуть поменьше, решил повременить с этим делом. Люблю проводить время с друзьями, играть в настольные игры, смотреть фильмы и многое-многое другое. Я достаточно творческий человек, поэтому влюбляюсь в разные хобби достаточно быстро, будь это, может быть, даже готовка, кулинария, кондитерское дело, садоводство или, может быть, даже вышивка ковров, например. Вот из недавнего приобрел себе специальную такую аппарат для вышивки ковров, но пока еще не попробовал. Зачем я выращиваю столько овощей и что я планирую делать с урожаем винограда и оливок? На самом деле я люблю просто это дело, я люблю садоводство, мне доставляют определенное удовольствие копаться и копошиться в земле. Вот. А с урожаем, ну что, есть, консервировать, дарить друзьям, соседям, может быть, даже и продавать. Кто знает, я не загадываю. Но вообще, я живу моментом здесь сейчас и получаю большое удовольствие именно от самого процесса. Оливки, конечно же, я буду консервировать, мариновать в разных маринадах. И в деревне есть пресс для масла, куда можно отнести свой урожай, и за определенную плату они сделают масло из ваших оливок, то бишь из моих. Про виноград. Попробую сделать вино, чурчхеллу, сок или любые еще другие вариации, что можно сделать с виноградом. Обязательно есть и раздавать друзьям. Останусь ли я в Португалии навсегда? Буду ли я здесь жить постоянно или временно приезжать сюда, жить в другой стране? Перееду я, куплю новый дом или квартиру? Я не знаю. Опыт научил меня жить настоящим. Я уже многое загадывал, строил самые разнообразные планы, и, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Поэтому я живу здесь сейчас, получаю удовольствие от момента, наслаждаюсь тем, где я, кто и кто меня окружает. И вам я это советую. Большое спасибо за просмотр этого видео. Конечно же, я ответил не на все ваши вопросы, потому что их очень много. Буду постепенно раскрывать карты в других видео. Спасибо вам, что смотрите меня, что подписаны на мой канал, ставите лайки, пишите комментарии. Мне очень-очень приятно. Поделитесь, пожалуйста, как вам такой формат прогулок с моими размышлениями. Если он удался, то попробую снимать еще в таком формате. И спасибо еще раз и до новых встреч!